Сераой – это небольшая, но крайне живописная японская периферия, расположенная в юго-западной части субпрефектуры Ибури острова Хоккайдо. Климат в этих районах мягкий. Зима теплая, без обильных осадков, а лето умеренное, не жаркое. С одной стороны городок окружен горами, а с другой омывается Тихим океаном. Благодаря этому местность пригодна для земледелия и рыболовства, поэтому тут проживает очень много коренных жителей айну. Население Сераои в основном пожилое и не слишком многочисленное. Согласно базовому реестру городского муниципалитета, на конец декабря 2022 года оно составляло всего 15 720 человек. Следовательно, улицы городка не сильно многолюдны. Увидеть шагающего человека в будние дни на удивление редкость. Тем не менее, если и повезет встретить местных жителей, то в глаза сразу бросаются ярко выраженные отличительные черты от обычных рядовых японцев, а именно высокий рост, светлая кожа, выпуклый нос и густые волнистые волосы. Сераой никогда не был известным туристическим местом. В основном он служит перевалочным пунктом для туристов, которые желают добраться до ближайших лыжных баз и курортов. Единственной достопримечательностью города является Большой музей Айну и парк Опопой. Однако любители дикой природы привлекают сюда толпы рыбаков, ценителей кемпингов, онсенов, а также заядлых гурманов, поскольку Сераой также славится самыми свежими морепродуктами и вкусной выпечкой. Именно поэтому туристы, особенно иностранцы, любят останавливаться целыми компаниями в специально оборудованных гестхаусах, в одном из которых оказались мы и были приятно удивлены неплохому сервису. Мы остановились в традиционном японском доме Харус Хаус, который был переделан под гест-хаус, рассчитанный на 15 человек. Вот тут вот ночью такая подсветка аккуратная. То есть летом тут очень все зелено. Роза, кустик такой. Здесь вот такой замок. Закрывается дом. Звоночек такой. Вот. Харус Хаус. Большой ливинг, соединенный с кухней, располагал наличием необходимой посуды и бытовой техники для приготовления завтрака, обеда или ужина. Но, к сожалению, из-за позднего прибытия на электричке мы не смогли попробовать местную кухню, поэтому нам пришлось купить готовый ужин в ближайшем круглосуточном комбине и разогреть его на кухне. Телевизор, массажер для ног. Здесь такой столик, ну тут мы вещи наши положили, значит, печка одна на весь ливинг, кухня, вот здесь можно готовить, дайнинг такой идет, ну тут вот онсен, да, ванная, заходишь, то есть вот ванна здесь, машинка стиральная, все есть. Дом старый, но огромный, просто огромный дом. Там вон кондиционер летом можно включать, если жарко, но у нас сейчас зима. Под мусор. Все рассортировано. То есть вот сюда вот выкидывать стеклянные баночки из-под пива, там из-под всяких напитков и пластик. И здесь обычный мусор. И здесь есть рисоварка, можно рис сварить на утром. Ну это если кто останавливается на долгое время. А здесь идет микроволновка и тостер. Вот чайник мы сейчас разогреваем, будем пить чай. Вот такая большая раковина, посуду мыть. В принципе, вся посуда, все есть. То есть, как в отеле, вот это гестхаус. Здесь вот и чаи, и кофе на любой вкус. Вот и фильтры даже для кофе. То есть, можно все заварить. Здесь стаканы, бокалы и кружки.
полотенце даже висит вручную. А здесь у нас, значит, тарелки, палочки. Также есть ложки, вилки. Это мы вот уже покушали, помыли посуду. Плитка такая обычная, где можно сварить какую-то еду. Мы вот завтра на завтрак что-нибудь сварганим. Вот вытяжка тоже есть. И здесь, значит, ложки, вилки и так далее. Небольшой холодильничек. Ну, пылесосик есть. Вот. Мы на завтрак все прикупили. Здесь имеется 2 комнаты. В принципе, вот я хожу босиком. Не холодно. Вот эта комната, конечно же, холодная. Холодная, потому что здесь мы печку не включали. Здесь, сейчас я включу свет. Так, здесь вот идет футон, комната, сушилка для белья. Ну и здесь балкон у нас идет, а балкон, там уже с балкона выходишь на улицу. Утром вот такой вид. И открываешь, и тут вот садик такой. Летом вообще, наверное, очень классно. Ну и зимой, в принципе, симпатично так. Вот, эта комната как бы такая холодная. Мы ее не обогревали, потому что мы тут спать не будем. Сейчас я покажу комнату, где будем спать мы. Она теплая. Вот здесь даже есть кроватка для ребенка. Ниша для одежды и футоны тут для футонов. Если много человек, здесь можно расстелить, в принципе. И мы будем спать сегодня вот здесь вот на кроватях. Такие кровати. Там тоже вот футоны, кому не достают, подушки, одеялка, все можно взять. Тут же печка находится, мы уже натопили. И еще второй этаж. Второй этаж, на втором этаже тоже. Так, сейчас мы включим. Второй этаж. Тоже есть комната. Вот такая лестница крутая. Но второй этаж здесь тоже как бы холодно. Вот здесь такая вот комната на 3 человек. В этой комнате... есть печка. Вот. Электрическая. Ее можно включить и будет обогрев. Здесь вот такие фигурки стоят. Вот такая вот комнатка. Так, утром комната выглядит вот так. И вот такой вот вид из окна. То есть вот 3 комнаты. 1, 2, наверху там 1, 3, ливинг и кухня. Сираой славится натуральными источниками, соответственно, фишкой гестхауса является маленький онсен с натуральной термальной водой. Вот так закрывается, и все, до следующего утра вода будет такой же горяченькой. Стиральная машинка, полотенце, фен. Классно. Вон там бойлер с регулировкой. Классно. Так, сейчас мы будем массаж делать. Какой кайф. Отлично. Класс. Вот. Да, после онсена самое то, скажи. Wi-Fi, кстати, тоже есть. Сейчас зелененький чай попьем. Так, там это вот такой генган коридор. Тут даже цветочек растет. Зеркало, ну, обычный такой вот дом японский. Такой туалетик аккуратненький. Тапочки. Это не единственный дом, который можно снять. Много есть домов.
Просто вот этот дом, он именно с онсеном. В сутки выходит 16 500 йен. И получается, что если приезжать именно компанией, будет намного дешевле, потому что на сайте прописано, что если свыше 5 человек приедет, значит нужно доплачивать еще 2000, это получается 18 500 стоимость. Но если, в принципе, поделить это на 5 человек, это получается 3000 с копейками. Это очень удобно.